Что, привыкли, что я вас развлекаю? Надоело мне вас развлекать и смешить в начале ролика. Все, цирк уехал. До свидания. Здравствуйте, мои уважаемые зрители. С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. В начале ролика я обвинила вас в том, что я теперь каждый ролик стараюсь начинать с какого-то шуточного вступления. И я как бы это сыграла, но такое часто бывает в нашей жизни. Я думаю, каждый из вас может вспомнить моменты, когда он что-то из себя изображал, как-то себя вел, и потом чувствовал себя обязанным вести так же. То есть как будто мы приучаем другого человека к нашему определенному поведению, и потом этот человек становится нашим надсмотрщиком, который этого от нас как будто требует. Действительно, когда я, например, начинаю свои ролики с какого-то юмористического вступления, то я таким образом приучаю уже вас бессознательно к тому, что будет какое-то небольшое шоу. Но если я не отдаю себе отчет в том, что это принятое мной решение, то я тот контроль, тот нажим на себя, который я осуществляю добровольно, начинаю переносить на вас. Как будто это уже вы от меня этого требуете. И такое поведение, оно, конечно, из нашего детства. Для ребенка важно, как на него эмоционально реагирует взрослый. То есть эмоциональный отклик взрослого говорит ребенку о том, дадут ему благо или нет. И мы на этом же паттерне пытаемся построить взрослую жизнь, а во взрослой жизни все немного сложнее. То есть фактически я начинаю смотреться в другого, как в зеркало, и я пристально слежу за тем, как это зеркало меня отражает. Я думаю, вы неоднократно ловили на себе вот этот пристальный, скрупулезный взгляд, когда вы проходите мимо витрины или же смотрите непосредственно, как вы выглядите. Вот обратите внимание на выражение своего лица. Оно такое оценивающее. И вот это оценивание, вот этот контроль мы себе не присваиваем. Это такой неприятный аспект, неприятная правда про себя, где я тот самый контролирующий, нудный, придирчивый, недовольный объект, который критически на себя смотрит. И я это делаю со мной, или другой делает со мной, когда я в его присутствии начинаю вести себя как-то неестественно. Вот я думаю, каждый из вас тоже может вспомнить моменты, когда вы, например, были в компании и вели себя достаточно расслабленно, а потом вы узнаете, что один из присутствующих – это родной брат вашего начальника. Вот представьте такую ситуацию. И тут же поведение становится обусловленным. То есть включается контур контроля, который принуждает личность вести себя таким образом, чтобы сформировать у этого человека определенное представление о себе. То есть, когда мы слышим разговоры, вот я такой хороший, я такой прогибчивый, я стараюсь понравиться людям, боже, такой несчастный, то в этом не вся правда. Мы своим поведением пытаемся воздействовать на отношение к нам. То есть я своим поведением обуславливаю другого
и жду от другого соответствующей реакции на себя. И в этом принуждении себя, в этом обуславливании есть момент жертвования. То есть я принуждаю себя, но я принуждаю по доброй воле. И если я не отдаю отчет в своих бессознательных действиях, то тогда я буду чувствовать это принуждение, но так как я его не воспринимаю как свое, оно будет делегировано вовне. То есть я давление чувствую, не понимаю, что я давлю на себя, и ищу иногда прям взглядом, ищу в компании того, кого я могу назначить надзирающим за собой. Вот так вот бывает в группах, когда человек чувствует на себя давление, не может понять, что он себя давит, принуждает как-то вести особенно, специально, чтобы вызвать определенную эмоцию у других. И он находит того, кого он якобы боится в группе или в компании, с кем он сверяется как будто с его реакцией. То есть вот этот надзирающий контур за поведением, неприсваиваемый, будет тут же спроецирован вовне. И если у человека жесткое принуждение себя быть каким-то, то у него начинает развиваться прям паранойя, когда кажется, что меня подслушивают, за мной подсматривают. То есть вот эта паранойя, вот эта подозрительность, она всегда в центре имеет саму личность. То есть в центре я, то есть я какая-то сверхценность, за которой подсматривает, подслушивает, и к которой особенное внимание, поведение которой особенно интересует, личная жизнь которой особенно интересует. То есть, видите, вот этот внешний контроль поведения, если он не выведен в сознание, то он как будто полностью разрушает причинно-следственные связи, и человек, пытаясь склеить то, что он чувствует, с картиной внешнего мира, начинает придумывать такие вот различные сюжеты, объяснения себе. Вот когда мы с вами выходим на улицу, то у нас тут же начинает контроль усиливаться, отдавая команды, как нам себя вести. И если мы не понимаем, не присваиваем этот контроль, то мы будем вплоть до того, что бояться выходить на улицу. То есть сам выход к людям на улицу, в социум будет восприниматься как атака. Вот эту атаку мы с вами переживаем, когда, например, выступаем публично. То есть мое публичное выступление, оно связано с обуславливанием моего поведения. То есть мне приходится контролировать всю мимику, руки, плечи, дикцию, то, как я выстраиваю мысли. То есть я сжимаю себя со всех сторон, и это сжатие будет восприниматься мною как нападение, как атака, как насилие. И поэтому для многих публичное выступление – это насилие над собой. Если у вас сейчас возникает вопрос, а как, чтобы это не было насилие, в целом надо работать над этим контуром контроля, выводить его в сознание. Вот этот обуславливающий контроль, он ощутим особенно в близких отношениях. Я думаю, что каждый из вас может тоже вспомнить моменты, когда близкие люди были как тюремщики. То есть ты как будто в голове сверяешься с тем, что она скажет или что он скажет на такое поведение. И вот этот он скажет или она скажет, человека тут же загоняет в состояние жертвы, которая находится в тюрьме, в плену,
и она как будто отменяет себя ради другого. Но по факту задуматься о том, что он скажет, это задуматься об том, как он будет ко мне относиться, если я это сделаю. То есть, когда мы с вами выводим наш персональный, эгоистичный интерес, мы как минимум с вами выходим из состояния жертвы. То есть, это я забочусь о том, как ко мне будет относиться супруг или там супруга или кто-то, или друг. И тогда я уже как минимум не ощущаю себя жертвой, и у меня не будет на этого человека злости. Да, потому что одно дело, это он меня принуждает так делать, а другое дело, когда я выбираю это поведение, потому что я хочу определенное отношение к себе. Вот когда я в начале ролика сымитировала злость на вас, я как раз сымитировала то, что происходит во многих семьях. Когда я сама себе придумываю, как я должна себя вести, потому что я хочу какое-то отношение к себе, но я забываю, что я хочу какое-то отношение к себе, и мне кажется, что это вы принуждаете меня себя так вести. Я делегирую вам свое надзирание и свое обуславливание. И тогда у меня, несомненно, будет злость, потому что вы как будто заставляете меня себя отменить, хотя по факту это я сама приняла это решение. И знаете, вот для людей очень болезненно, когда они стараются вызвать какое-то отношение к себе, и другой отвергает эту жертву. Вот как если бы я, начиная ролики шуточных таких реприз, получила бы отзыв, что ты кривляешься, давай серьезно говори. И это было бы, ну, для меня нет, потому что я понимаю, если человек так пишет, что происходит, ему самому запрещено быть смешным. Но для кого-то это могло бы стать обидным, ранящим. Потому что человек как бы собой жертвует, если он неестествен в этом кривлянии. А тут ему еще говорят, вот ты собой пожертвовала, мне твоя жертва не нужна. Это как если бы вы пришли к парикмахерскую, и ваш парикмахер бы вам рассказывал интересные истории про своих клиентов, пытаясь вызвать какое-то расположение ваше, то есть какое-то отношение к себе. А вы бы ему сказали, что послушай, я так устала, не надо мне этих разговоров. И это бы человека ранило, особенно ранило бы, если бы он был уверен, что он развлекает вас, что он жертвует собой, что он приносит себя в жертву ради вас. Вот эти все сказки про принесение себя в жертву, что я веду себя ради вас, что я пожертвовал собой, что я хотел быть хорошим, это создает не только напряженность, ненависть и взрывы агрессивные. Вот как я сымитировала в начале ролика. Но это еще создает величие. То есть человек себе в этом жертвовании кажется хорошим, хотя он пытается в какой-то мере сманипулировать и вызвать к себе какое-то отношение. То есть, видите, мы получаем с вами реальность много раз перекрученную, и потом уже непонятно, где найти эти хвосты, с чего все начиналось. И когда отношения длительные, вот мы начинаем играть в эти игры, притворяться не собой, чтобы получить какое-то отношение к себе. И у некоторых людей это заходит так далеко, то есть это длится годами, десятилетиями, что возникает вот прям откровенная ненависть друг к другу, где каждый в этих отношениях ощущает себя тюремщиком. И каждому кажется, что именно я жертвую собой, именно я терплю. Вот для этого нам и надо понимание внутреннего мира. Видите, когда я понимаю, что это я делаю с собой, а не
вы делаете со мной, принуждая меня к этим репризам, то я, во-первых, у меня есть право делать это или не делать. Ну, честно говоря, мне самой нравятся эти юмористические репризы, потому что, конечно, я волнуюсь, и тот, кто хоть однажды в жизни пытался снимать ролики, знает, насколько это тяжело выглядеть, говорить, помнить текст и так далее. И это меня в какой-то мере расслабляет. То есть тут все ок. Но если бы я ушла в состояние жертвы, то я назначила бы зрителя своего тираном, тюремщиком, который якобы принуждает и ждет только потому, что был какой-то комплимент написан. Да, вот эти репризы, они интересные, спасибо за них. И вот этот комплимент стал бы для меня поводом начать отменять себя, делать это ради похвалы, и в то же время назначить уже зрителя ждущим и даже требующим это от меня. А когда я понимаю, что это я делаю с собой, значит, я могу это остановить. У меня есть выбор. И я уже не жертва и не могу зарабатывать себе святость тем, что я жертвую. Потому что люди, которые придумывают себе такие надзирающие объекты, они выгорают. Потому что постоянное ощущение, что я приношу себе жертву, а когда я начну жизнь для себя. Вот такой ролик сегодня получился. Напоминаю кому-то, кому-то сообщаю о том, что в продаже есть 2 книги, которые я написала. Первая книга «Ложное реальное я». Она издана 3 года назад. И в этом году вышла книга «Запертые изнутри». Все книги на украинском и русских языках, а первая книга даже есть на английском, но в электронном варианте. Под этим видео будет ссылочка на книги. Так что, если кому-то интересно погрузиться в творчество мое, то вот книги как раз дадут вам эту возможность. А я буду с вами прощаться и до встречи в эфире.